How big is your dick? It's 9 inches. What's up, everybody? This is Userone, and I am looking on a channel right now, on the channel of Friday. Now, he has done an interview with me, and I have published it on my channel. I favorited it and I featured it on my channel. However, I felt like my English-speaking viewers were left out. So this video is for you. Please enable captions so that you can understand what's being said. And yeah, enjoy my side of the interview. Remember to stay awesome. Goodbye. Hello everyone, this is User1, and today I'm being interviewed by this Russian motherfucker on this wedding chapel, which is pretty erotic. I bought 2 AKs, I put one as a gift to him. So yeah, welcome. This is Friday. This is a nice Russian YouTuber that's gonna be giving me a Q&A. Расскажи о себе, как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда ты родом, для тех, кто тебя не знает. Меня зовут Алексей, я родом из Риги. Я живу в Латвии, родился в Латвии, всю жизнь жил в Латвии. По-латышски не совсем говорю, на самом деле, вот сейчас как раз изучаю латышский. Давай вот расскажи, каково это быть в какой-то степени русскоговорящим среди англоязычного сообщества. Вот как ты себя ощущаешь среди людей, которые говорят только на английском? Я очень давно привык уже, как это в англоговорящем сообществе, ну, это как, на самом деле, то же самое, что на русском сообществе, только там больше как бы формальностей, знаете, больше репортов происходит, больше как бы меньше откровенности, я бы сказал, меньше откровенности, все такие формальные, все пытаются все сказать по правилам, и как бы нужно смотреть постоянно на правила и переводить то, что люди тебе говорят, именно следя с правил. То есть вот такая вот, как нечестность везде есть, коррупция везде есть, но как бы в английскоговорящих культурах это все формально, как говорится. Потому что и вот когда я играл на русских этих серверах, они вообще не волнуются и матерятся свободно, тебя очень откровенно разматывают, как сказать. Окей. Хорошо, тогда вопрос сразу, моментально следующий. Какое у тебя мнение о русских RCRP серверах, и играл ли ты на них, если играл, то на каких? Hard-RP серверах, единственный как бы Hard-RP сервер, я бы сказал, я играл, который русскоязычный, это был LS-проект, который открылся, но потом закрылся недавно. И это было то же самое, только писать пришлось на русском, а так как я не привык так хорошо писать на русском, мне было немножко трудновато. Я заметил там некоторые вещи, как те, кто погибли в перестрелке с полицейскими, все равно их надо наказывать. Я всегда был против идеи как бы наказывать этих преступников, тех, кто отыгрывает роль преступников, так же, как наказывать тех людей, которые нарушают правила сервера. Потому что есть административные тюряги, как говорится, которые кидают всех, кто нарушает правила сервера. И они находятся почти в каждом RP-сервере, английском и русском. И я всегда был против них, я даже видео сделал по поводу этого, потому что это просто учит людей, как быть в АФК. Это не учит их, не помогает им стать лучшим. Это даже, мне кажется, это даже идет на плохой пример ко всему сообществу этого РП-сервера. Как бы русскоязычные сообщества, они более откровенные, они более честные, но они при этом более грубые, чем англоязычные. Конечно, есть в каждом сообществе свои эти троллы, они все одинаковые везде, я на них просто не смотрю. Я говорю, как в целом, русские более откровенные, они более честные и они более грубые, включая администраторов. Администраторы на английскоязычных, они как бы, они все попытаются по правилам делать, но это не всегда работает. И они как бы, у них такой, типа, они иногда бывают эгоистичными даже, я бы сказал. Русский или английский? Ну, вообще, Англоязычный. англоязычные бывают немножко эгоистичными и неоткровенными. Делают одну вещь, и мне кажется, что они совсем другую вещь пытаются при этом делать, но они, как бы, у них есть объяснение, что они на самом деле делают. Да. Окей, хорошо.
похожи ли русские сервера, на которых ты играл, на LSRP? Хоть как-то, чем-то? Если да, то чем? Ну, LS-проект, естественно, похож, но мне кажется, это потому, что они очень много сплагитировали из LSRP. Там форум Есть такое? абсолютно такой же, там команды очень похожие, там цвета везде абсолютно одинаковые, и формат чата абсолютно такой же. Это немножко неправильно. Надо все-таки делать свои сервера со своими идеями. Нельзя просто так вот брать из чужих комьюнити, как говорится. Твои б слова да в уши тем, кто делает. У нас, понимаешь, это уже не первая попытка сделать пародию LSRP, это уже 4-й или 5-й проект. Да, я Ну, так да не участвовал. Я только у нас участвовал. даже, понимаешь, у нас даже есть люди, которые писали лично на форум, и какой-то там главный администратор разрешил взять бренд, так скажем, LSRP и перенести его на русский. И Да. они довольны, прыгают, скачут, что ура! Хотя, по Ну, сути, ничего не изменится. да, я не играл на Gambit RP, я не играл ни на каких очень таких серьезных хард RP серверах. Я тебе честно скажу, но Мгм. для тех серверов, которые я играл, это Advanced RP, это просто ужас был. Ну да. Мы с тобой играли, да, я знаю, В я видел. англоязычных серверах, конечно, такого нету, таких Light RP серверов нету. Скорее есть такие, как сказать, есть парочку очень больших серверов, и есть, а потом все остальные это Cops and Robbers, это совсем другой гейм-мод. Это тоже как бы ролплей, но это совсем без слэш-ми, без character development, это ты просто играешь как полицейский преступник. И там уже все естественно, все честно, что это не Мгм. RP-сервер, на самом Мгм. деле. Так, сейчас, секунду. Камеру переместить. Ам, Вопрос следующий будет, ну, как бы такой тройной немножечко. Так, значит, смотри. Там как бы, ну, будет 3 вопроса в вопросе. Как ты познакомился с самим сампом и с РП? Какой первый сервер у тебя был? И как долго играешь в сутки? Ну, в часах, в минутах. А? Э, Можешь повторить, пожалуйста? Как ты познакомился с сампом и с РП? Какой первый у тебя сервер был? И как долго ты играешь в сутки? Так вот, я первый раз начал играть в гмоде, Garry's мод. Вот там были RP сервера и до сих пор есть. Они называются Dark RP. Это, по-моему, очень хороший, как бы, очень хорошо подготавливает человека к самому концепту RP, играя в роль других персонажей, как говорится. Это подготавливает к тому, что нужно занять какую-то работу, нужно что-то начинать делать. Это не подготавливает к никаким элементам хардерпа, естественно, но это придет потом, мне кажется. Потом я перешел на MTA сервер, который эксплуатировал Red County Roleplay. Это был другой Red Мгм. County Roleplay, только на MTA. Он тоже закрылся, потом, я не знаю почему, но это был мой, типа, первый MTA сервер, и я очень много играл в сервера, которые были на MTA. То есть Мгм. мультидрафт ауто, это другая модификация, она соревновалась с сампом. Ну да, это у нас тоже известная штука. Да, и такая вот штука случилась, что очень много таких серверов, они их просто дедосили постоянно. И, к сожалению, э, такая штука в МТА, то, что там гораздо легче устанавливать моды, чем самп. И, по-моему, это как раз навредило МТА, потому что вот большинство этих RP-серверов, они установили кучу модов на машины, все такое, ты ничего не можешь сам кастомизировать. И мне кажется, вот это вот большая часть самп, что ты можешь сам кастомизировать, что ты можешь сам свои моды устанавливать на персонажей, на худ и все такое. И это большая часть тоже, мне кажется, и помогает людям настроить свою игру, как они хотят. МТА это убирает, и вместо этого какие-то дурацкие машины ставятся администраторами и серверами. И их нужно Мгм. каждый раз загружать, когда ты к какому-то серверу Да, кстати, да, играешься. есть такое. В МТА еще на RP-серверах были очень старые скрипты, и вообще редко что-то вообще происходило. Там, конечно, очень хорошие скрипты, если я тебе расскажу. Там как бы была настоящая система инвентаря, ты мог брать оружие, класть его, у оружия были обоймы, которые ты должен перезаряжать, и там можно было нажать на R, и он автоматически перезаряжает для тебя оружие, и все такое. Там очень классные системы по идее, но как бы когда ничего не происходит, когда
игровые эти составы вообще, их нету. И когда у меня была такая ситуация, что я вот отыгрывал РП-отыгровку, что типа меня тезили, но я все равно сопротивлялся, и полицейский просто встал и ушел, и говорит, что ну ты не хочешь отыгрывать РП, иди нафиг. Вот как я так могу отыгрывать РП, если он вообще не хочет сам этого делать? Это же... И там очень много было как бы разрешено коррупции для полицейских и для государственных служб в этих серверах, которые на МТА были очень часто. Я на самом деле стал гейммастером на парочку из этих МТА серверов. Гейммастер, знаете, что это такое? Это очень... Это из старой игры Dungeons and Dragons. Тоже ролевая игра, я в нее не играл, но там гейммастер это было все. Это он вам подготавливал противников и все такое, и подготавливал все, чтобы игра была постоянно интересная. Но я этого не делал. Гейммастер, в моем случае, это был практически хелпер. То, что я делал, это я учил новых игроков, как что значило метагейм, все такое, МГ, ПГ, все такое подобное. И это занимало примерно полчаса каждый раз, и иногда мне пришлось звать админов, чтобы они банили некоторых игроков, потому что они не умели ничего, не умели никак играть, и ничего такого подобного, и не хотели учиться, вот, к сожалению. Ну и вот после МТА я понял, почему я не смог пройти на LSRP. Я в этот момент уже знал по LSRP, но каждый раз, когда я пытался присоединиться, у меня не работало. И я узнал, как присоединиться к LSRP благодаря AdvanceRP. Это очень интересная история. Ну-ка. Оказывается, очень много серверов переходили с версии SAMP, по-моему, 0.3x на 0.3z. Я об этом не знал. И вот AdvanceRP очень поздно перешла, но LSRP очень рано перешла. И вот я не знал, почему я не могу присоединиться к LSRP. Это было потому, что у меня была неправильная версия SAMP. Вот я играл на AdvanceRP, и вот один раз вот сам AdvanceRP перешел на эту вот версию, и я понял, о, вот, супер, я перешел, я тебе могу присоединиться к этому гораздо лучше серверу. Я вот перешел на LSRP тогда. Забавно. Ну вот, а вопрос, как долго ты играешь в сутки? Раньше я гораздо чаще играл, сейчас как бы немножко меньше. Я пытаюсь, ну, примерно там час-два на самом деле. Иногда побольше, иногда поменьше. То есть это в сутки? У тебя примерно час-два, да? Да, где-то так. Иногда я не играю какие-то дни, иногда играю больше. Так, ага, сейчас, секунду. Раньше я играл и в школе, и все такое, а сейчас нет, не очень. Ну, есть такое. Так, сейчас, секунду. Так, подожди, что-то я как-то сел тебе спиной. Что за неуважение? Фриды, ты что творишь? Боком на диван, это нормально. Так не, я получился немного спиной сел. Типа я куда-то в стену смотрю. Интересно, что там в стене. Мне нравится здесь, видишь, объекты, может добавлять, интерьеры свои делать. Правда, не пропадает, но потом, когда выходишь. Но все-таки. Так, сейчас. Next question. Как говорится, у вас на LSRP. Так, почему ты решил снимать именно на английском для своего канала? Тебе не нравится русская аудитория или причина служит что-то другое? Я делал маленькие клипы на очень разнообразных серверах, даже МТА, но я по-серьезному начал мой канал в одну ночь, когда у меня было большое домашнее задание, а я никогда не хотел делать домашнее задание, я просто ненавидел домашнее задание. Да. И вот я подумал, вот я не могу ничего не делать. Вот я себе поставил такой ультиматум. Либо я делаю домашнее задание, либо я начинаю свой YouTube канал. Вот я начал свой YouTube канал, потому что это было легче для меня, чем делать домашние задания, представляешь? Забавно. Да. Не, у меня не так, конечно, все это произошло, но... Мои первые видео были без комментариев, без фейскама. Ну, я сейчас тоже убрал фейскам, потому что мне кажется, так легче редактировать видео. Но без никакого комментария не было. Вообще, самое первое видео, там аудио не синхронизировано с видео, так что вообще классно. Забавно. Хорошо. Вопрос очень много кого интересовал. Там 2-3 вопроса таких точно было. Знал ли ты английский до того, как начал играть? И долго ли ты его учил? Каким образом? Кроме школы.
Ну, GTA. Я с самого детства играл в GTA. Я играл практически в каждое GTA, кроме GTA, которая вышла на Game Boy Advance. Я играл... Мгм. у меня практически все GTA есть, кроме GTA Vice City Stories, и это Game Boy Advance, GTA, Мгм. который GTA Advance называется. Мгм. Да, и вот я был большим фанатом GTA, я всегда, практически каждую историю, каждый GTA знаю. А, ну вот, да, и вот Ты- поэтому, мне кажется, я выучил, потому что я вот как бы крутился вот в эти вот а, истории. Так как потому что я начал играть на англоязычных серверах, потому что они мне показались гораздо лучше русскоязычных, чем... Если бы Advanced RP был как LSRP, я бы никогда не начал играть на LSRP. Вот когда я начал На играть... заметочку администратором Да. до адванса, если бы вы не испортили сервер, сейчас бы у вас Userone играл. Ну так, продолжай. Ну, короче, я Короче, просто понятно. я играл на англоязычных РП-серверах очень давно, и поэтому я выучил английский язык, мне кажется. А ты, говорят, там какую-то школу ходил? Ну, какую-то Да, я специальную. входил в интернациональную школу тоже, меня перевели, но это я уже когда вот знал английский. Так что разницы Мгм. такого больше не было, это просто мне помогло еще больше выучить То есть язык английский. ты выучил, грубо говоря, на серверах. Ну, Ну, грубо говоря. вокруг меня все говорили на английском, когда я перешел в интернатную школу тоже. Ну и на северах, и благодаря GTA, и благодаря всем этим видеоиграм, которые англоязычные были. Я все шоу тоже смотрел на английском, все видео я смотрю на английском, потому что когда происходит перевод, теряется половина шуток. Иногда перевод просто ужасный, поэтому я люблю всегда смотреть оригинал, мне всегда нравятся оригинальные эти вестернные комедии и все такое. Мгм. Ну, конечно, мне все еще нравится КВН и все так подобное, которое русское тоже. То есть ты все-таки смотришь что-то русское. Конечно. Особенно, как это Даже я, было, даже я не смотрю, алло, а ты смотришь? было это, как это, в Советском Союзе был такая телевизионная передача, где ты угоняешь машину, и тебе нужно было 30 минут не попасться к полицейским. И если Что это ты... такое? Да-да-да, там было, по-моему, это называлось «Погоня» или что-то типа того. И если Это тебя... по какому каналу? Я не помню, но если тебя поймали, тогда ты 10 лет проводишь в тюрьме. Но если не Что-то поймали я 30 никогда о таком минут... не слышал. Да-да-да, это было очень прикольно, но в Советском Союзе. Но если не поймали, тогда ты можешь оставить себе машину. 30 Мгм. минут. Прикольно. Так, сейчас следующий вопросик. Секунду, камеру поправлю. Ам, Что ты думаешь о русском самбо-комьюнити? Ну, как сказал, очень откровенные, они... Я еще не пробовал играть на Hard RP, и мне все-таки хочется попробовать и сравнить это дело. Мне очень интересно, как они подходят друг к другу, потому что, ну как, Hard RP. Мне понравилось, когда я играл... Россия. Да, мне понравилось, когда я играл. Знаешь, что я очень часто заметил? Потому что я играю женскими персонажами, очень Мгм. часто, потому что, ну, мне так кажется, гораздо легче начинать с самого начала, потому что очень все гораздо дружелюбные к тебе. В русских серверах это гораздо сильнее видно, потому что там вообще очень мало людей играют женских персонажей, так что все Не, хотят, сейчас уже много, сейчас уже много. ну да, Сейчас уже очень много. когда я играл на LS проекте, там было практически не было никого, и поэтому мне сразу давали все эти бесплатные вещи, мне даже оружие дали и все такое. Это было очень интересно мне. Нет, потому что смотри, раньше вот кто играл женскими персонажами и обычно были парнями, их везде считали трансами. Ну, типа, знаешь, До сих ах ты пор, там особенно на на адвансе. адвансах, да. И встретить на Full RP сервере. И говорят скайп Да. в персонаж. А ты им отвечаешь, что микро нету, типа, вебки нету, но скайп есть. Вот, в общем, раньше их вообще не было, сейчас их просто море. Ну, возможно, это просто из-за тренда такого. Сейчас много кто играет за женских персонажей. Вот, сейчас, например, приезжает там скорая, да, там все женщины, там, Я 2 месяца. хипстер. Я хипстер. Я Ты начал этот хипстер? тренд. А, ну понятно. Так, вопрос. И все же, почему сам? Почему не Майнкрафт, GTA 5, Контра? Почему Я во именно все эти такая? игры играю, я просто...
мне просто нравится то, что все по тексту, знаешь, из-за того, что я как бы пишу историю моего персонажа в тексте, /me, /do, все такое, Мгм. Мгм. я могу все, что угодно делать благодаря этому. Это было еще более заметно на МТА сервере одном, назывался United Gaming. У меня такая же аббревиатура для канала ЮГ. И Мгм. мне просто нравился этот сервер, пока он его не дедоснули, и он не попал, к сожалению. Но когда я на нем играл, я мог... вот, и тебе расскажу парочку персонажей, которые у меня были, которые я Ну-ка. никогда не снимал, потому что я тогда не было YouTube канала. Вот, например, один у меня был полуслепой артист, который жил в Айдлвуде, такой черненький, большой, полненький паренек, у него были Мгм. дрейды, он приехал из Джамайки, и он рисовал картины. И я вот репорты клал администраторам, я просил их сделать специальный, как бы, предмет, который называется, вот такая вот рисунок рисунок лопаты, например, знаешь? Вот я Мгм. купил лопату и начал ее рисовать по РП, и потом я нес этот предмет, положил его в Idlewood, об стену обпер, и ко мне Мгм. подошел, я тебе серьезно говорю, это не по плану было, это ничего такого подобного, не скрипт, это ничего такого. Ко мне подошел Мгм. какой-то дядька в такой розовой цветной рубашке, с очками, с усами, он такой подходит, Мгм. прикладывает руки и чешет себе этот подбородок, и такой говорит: о, красиво, красота, уважаю. И покупает у меня этот предмет, который мне администраторы дали, Ага. за $400. И вообще, Это классно. да, это Это классно. классно. И потом гангстеры ко мне подходили и просили у меня взять налог, знаешь? Потом Ну, игра полиция типа за подъехала, и то, что пока, да-да-да, стоишь. и пока, когда полиция подъехала, гангстеры ушли, но потом, пока полиция там еще стояла, они стали стрелять по мне. Они стали как бы drive-by shooting на мотоцикле. Администраторы их сразу в админ тюрьму отправили, но это было забавно. И вот такие вот не скриптовые, это как GTA миссии, это как GTA миссии, только более реалистичные, и с такой историей, которую ты сам создал, и которые бесконечные. Они никогда не заканчиваются, потому что пока есть другие игроки, которые тоже создают такие истории. У всего Мгм. есть... как бы, когда ты играешь в GTA, есть такие вещи, иногда есть такие вещи, которые вообще не имеют никакого смысла, которые просто появляются ради тебя. И ты никогда не можешь их объяснить, и как бы это тебе immersion, как бы, знаешь, как это выводит тебя из всего этого опыта, потому что ты понимаешь, что это Мгм. просто игра, это не может, это не реальная жизнь, это просто игра. Но когда ты Мгм. играешь в РП сервер, когда никто не нарушает правила, когда все по-честному, ты можешь создать любую историю, и ты можешь ее бесконечно создавать. Ни в Мгм. каком другом РПГ это невозможно. Да, В кстати. World of Да. Warcraft и там тебе дают квесты какие-то приделанные персонажи, которые там постоянно стоят 24 часа в сутки, и всем им дают такие же дурацкие квесты. Они не Мгм. идут домой, у них нету жизни, они там стоят весь день и дают квесты. Это их смысл жизни. Поэтому это Мгм. не чувствуется, что это реалистичное. Здесь все реалистичное. Все, с кем ты как бы как-то интерактируешь, с кем ты говоришь, Взаимодействуешь. да, Мгм. самодействуешь, что такое, это просто, это настоящие люди, у которых есть причина с тобой самодействовать. Это как бы у них, ну, в теории, конечно. Есть, конечно, люди, Мгм. которые нарушают правила и им Безусловно. пофиг по поводу истории своего персонажа, они просто хотят подурачиться. Ну какая разница, ты же не можешь различить в целом на одном месте. Так что для тебя история растет, и в этом весь смысл РП-серверов. И нигде в другой игре это невозможно. Даже ни в Майнкрафте, нигде это невозможно. И главное, мне кажется, что это как Dungeons and Dragons, только в наши дни, знаешь, Мгм. в Мгм. модерновые дни, и заставляет тебя думать, заставляет тебе брать эти риски, ну, как бы, о которых ты думал в реальной жизни, но никогда не решался на них. Собственно, суть GTA, только Мгм. больше возможностей, потому что у тебя есть чат, в котором ты можешь написать конкретно, что ты делаешь. Тебе не подготовили миссии какие-то профессиональные дизайнеры, а ты сам
выбираешь, что ты делаешь. И ты можешь делать все, что ты можешь делать в реальной жизни, потому что у тебя под рукой вот этот вот чат, которым ты можешь все объяснить. Что ты хочешь пожелать русскому комьюнити? Я хочу, чтобы они поняли суть РП. Я хочу, чтобы все комьюнити поняли суть РП, чтобы все администраторы поняли суть РП. Суть РП не в том, чтобы ставить бинды и потом весь день их нажимать, и чтобы получить какую-то дурацкую валюту, которая ничего не меняет, потому что суть ВП не в том, чтобы заработать валюту, не в том, чтобы получить машину, не то, чтобы получить ранг, фракции. В этом не суть РП. Суть РП в том, чтобы создать историю, которую ты можешь потом в книгу написать, например. Чтобы твои персонажи были достойными, знаешь? Чтобы можно было вот по этим персонажам рассказать историю, которая имеет смысл. И не просто что-то рандомное и бесполезное, знаешь. Потому что если ты просто заходишь, чтобы пострелять и поиграть и что-то другое поделать, в этом смысла нету. Можешь идти на GTA Online, и там гораздо все лучше для тебя будет. Окей. Все, это был последний вопрос. Молодец. Молодец. Пойдем Алёша. на это, пойдем на какой-нибудь РП сервер и Аллаху Акбаримся. Ты видел, как этот улетел с коняшки?